Всем привет, дорогие друзья! Вы смотрите видео с канала Полезное ТВ, а из этого видео вы узнаете, почему не нужно выбрасывать старые пластиковые бутылки и что из них можно сделать такого для своего огорода, чтобы облегчить себе жизнь и тем самым улучшить комфортную жизнь для ваших огородных культур. А речь пойдет о капельном поливе, потому что для растений это все. Если не настроить правильный полив, а именно не сделать капельное орошение, то никакие подкормки и формировки не дадут вам желанного эффекта, а именно получения большого урожая. Показывать вам буду на примере открытого грунта и выращивания в нем огурцов. Это сортовые, не гибриды. Я их выращиваю без шпалеры, они у меня плетутся по земле, потому что на шпалере они не особо хорошо плодоносят. Высаживаю я их квадратом, либо же кругом, лью воду потом в центр, а плети пускаю в разные стороны. И сталкиваемся мы со следующим, когда так высаживаем и без капельного полива. Что, производя полив, наливаем вот так водичку. Что вода делает? Она растекается. Посмотрите, она просто убегает, а к корням не успевает проникать. Вы выльете сюда 100-200 грамм воды, и они растекутся, и корневой системе мало чего попадет, а также в глубину земля нормально не промочится. И первое, что нам потребуется, конечно же, сама пластиковая бутылка. Желательно брать как минимум 2-литровую. Также нам потребуется арматура, либо же проволока восьмерка. Ну, как говорится, у кого что есть. Можно просто пойти в любую посадку и нарезать палочек. Длина их должна быть приблизительно на 15-20 сантиметров длиннее самой бутылки, которую вы будете использовать. Первое, что нужно сделать, закрутить плотно пробку и прикрутить к ней, в моем случае, металлические прутки. Это делается при помощи скотча. Обратите внимание, как я прикручиваю верхнюю и нижнюю часть. Вверху нужно заматывать так скотчем, чтобы наши будущие ножки, на которых будет держаться бутылка, упирались и никак не соскочили. Вдруг скотч пересохнет. А нижнюю часть я обматываю ближе к самой горловине. Следующим этапом это нужно срезать нижнюю часть бутылки. Полностью ее отрезаем, чтобы удобно было ее потом наполнять. В принципе, можно так уже конструкцию и оставить. Но я уже тестировал просто при откручивании пробки, и со временем вода просто перестает идти. А вот если взять и в самом горлышке при помощи паяльника, либо ножовки по металлу пропилить небольшие отверстия, глубиной приблизительно до 3 мм, а нужно это для того, чтобы пробка при полном закручивании все равно пропускала воду. И таким образом под давлением воды капельки будут медленно стекать по пробке. И вот, как видно, капельный полив пошел. Такая бутылка будет выкапываться при таком медленном капельном поливе как минимум 2-3 часа. А если вы сделаете отверстие паяльником еще немножко меньше, то, соответственно, и капли будут капать намного медленнее. И может хватить даже на сутки такой бутылки. А что это нам дает? Друзья, казалось бы, можно также с лейки просто взять и полить эти огурчики. Но, как я показывал, вся вода вытечет. А при таком поливе она медленно, но уверенно будет проходить вниз почвы и увлажнит весь вот этот круг, где будет располагаться корневая система огурцов. И также, как вы можете понимать, огурцы, пока они еще маленькие, они не разрослись, можно легко такой капельный полив установить. И потом, как здесь будет очень густо, вы точно всегда будете находить, где у вас центр, где корневая система, и поливать всегда в эту бутылочку. Полив я бы советовал осуществлять, конечно же, вечером, но капельный полив можно делать и днем. Он не навредит вашим растениям, потому что на листы попадать вода не будет, а только корневой системе. Поэтому полив вы уже можете настраивать как хотите. А то, что он будет капельным, вы увидите, как быстро начнут развиваться ваши растения, будь то перцы, помидоры, огурцы, баклажаны, цветы, также небольшие кустарники. Под все это можно ставить такой капельный полив. Так что, друзья, кому информация с данного видео была полезна, обязательно поставьте лайк, не забудьте поделиться этим видео в соцсетях с друзьями, а также подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать выход новых видео. Я вам желаю удачного дня, до встречи в новых видео, пока!